Два заядлых рыбака пошли порыбачить, но вместо этого они вынуждены были спасать перепуганную собаку. Неясно, выловили они хоть одну, пускай маленькую рыбку. Но вот то, что поступили благородно, это несомненно. Их путь проходил рядом с глубокой ямой. Вдруг мужчины услышали чей-то плачевный лай. Примерно минуту рыбаки в растерянности осматривались вокруг, намереваясь что-то увидеть. Поняли, что плач идет из ямы. Однако она была темной, свет в нее не попадал. Рыбаки догадались, в яму упала собака. Но вытащить ее мужчины не могли. Позвонили в организацию по спасению Монтвилля Police and Montville Animal Control. И правильно сделали. Ситуация оказалась на самом деле не из простых. Вскоре на место вызова прибыла группа из нескольких пожарных. При этом, обратите внимание, представители этой службы спасения оплатили и вызов специалистов, и саму работу по спасению собаки. Так что это было с их стороны и благородно, и любезно. Приехавшие специалисты прикинули, что яма довольно глубокая, примерно 4 метра. Но у них было с собой все нужное в таких случаях оборудование. Поэтому они, не оттягивая, начали спасать испуганное животного. А пес то отчаянно лаял, то громко скулил. Потом вниз полез один пожарный. Он аккуратно обвязал особой, специальной веревкой пса и вместе с ним постепенно поднялся на поверхность земли. Во время этой операции морду собаки пришлось прикрыть маской. Собака, которая находилась в страхе, могла не понять, что ей плохого не желают, а просто спасают. И был риск, что она укусит своего спасателя или кого-то из его коллег. Но все завершилось удачно и без эксцессов. Счастливая собаченция уже виляла хвостом и показывала всем свою радость, выражала благодарность. Пожарные тоже были удовлетворены результатами работы. Еще и потому, что у собачки оказались владельцы. Они искали ее всюду, а она сидела в яме и звала их, скулила. Пострадавшая доставлена домой. Все хорошо. А вот глубокую дыру, в которую мог угодить еще и человек или другое животное, спасатели решили прикрыть большим камнем.